Привет, YouTube! Наконец у меня появилась возможность и желание записать для вас видео в формате говорящей головы и рассказать вам о том, как я стал тестировщиком, что этому предшествовало, кем я работал до, как эти знания помогли мне выбрать эту специализацию в IT в будущем и как вообще мой опыт может помочь вам успешно пройти собеседование и в первую очередь узнать, что же такое релевантный опыт работы. Начнем с того, что по своему первому образованию я биолог-биотехнолог. Я закончил Белорусский государственный университет в далеком 2015 году. И после этого я трудоустроился в компанию Danone, где я работал порядка 2,5 лет на таких должностях, как инженер-технолог, инженер по сертификации и инженер по качеству. В принципе, уже это может дать вам понять, почему в дальнейшем я выбрал профессию тестировщика, так как этот человек также отвечает за обеспечение качества, а мой предыдущий опыт был связан именно с обеспечением качества. Правда, в молочной продукции, если мы говорим о компании Danone, я работал с большим объемом документации, готовил предприятие к прохождению различных аудитов на соответствие ISO 9001, HACCP, получал сертификаты, участвовал в международных аудитах. В принципе, занимался вот этим вот документооборотом на предприятии в качестве инженера по качеству. Также, когда я работал инженером по сертификации, это было порядка 1 года, я тоже отвечал за производственный контроль на предприятии, сотрудничал с различными нашими государственными органами, оформлял огромное количество документации, поэтому тоже этот вопрос был мне известен. Потом я работал в компании Livaria специалистом по качеству. Это такой пивзавод в городе Минске, который принадлежит концерну Carlsberg, то есть это тоже транскорпорация, как и компания Danone. Там я поработал очень мало, порядка 3 месяцев, и потом я начал работать уже в различных коммерческих структурах, которые занимались продажей оборудования для сельхозпредприятий и также для медицины. Там я тоже работал инженером по качеству, также занимался вопросами, связанными с контролем качества наших выпускаемых продуктов и в целом отвечал за документооборот в этих компаниях. Как же все-таки я решил, что необходимо менять в жизни, то, чем я занимаюсь, и все-таки войти в сферу IT. Это решение пришло ко мне не сразу. Порядка 2 лет я думал об этом, выбирал различные специализации, с помощью которых можно было бы войти в IT. Перед этим я прочитал книгу Савина «Тестирование.com», книгу Куликова «Тестирование программного обеспечения» в компании EPAM. Пробовался туда попасть в лаборатории, то есть это такие, скажем так, инкубаторы для взращивания тестировщиков будущих, то есть в лаборатории тебя чему-то учат, связанному с тестированием, когда ты набираешь определенный опыт и можешь претендовать на какие-то позиции на проектах, тебя собеседуют и уже направляют на проект, и ты уже работаешь в компании EPAM как полноценный тестировщик, ну и в дальнейшем, если хочешь, там остаешься, работаешь, в общем, развиваешься. Стандартная такая процедура. Это есть не только в компании EPAM, еще и в других крупных IT-компаний. То есть, если вас интересуют вопросы, как можно бесплатно это все дело осуществить, то ищите различные стажировки, ищите лаборатории при этих компаниях, пытаетесь туда попасть. Обычно там есть некие входные требования, прописано, какую литературу вы должны прочитать, какие базовые навыки у вас должны быть, например, продвинутые навыки в компьютере, то есть вы должны знать ОС, возможно, какие-то базовые знания в языках программирования. Если вам это интересно, можете перейти к самому первому видео, которое я опубликовал на своем канале, и там я подробно рассказываю, какие входные требования есть для тестировщиков и чем вы должны обладать. Ну и, конечно же, это английский язык, без которого в сфере IT на любой вообще позиции очень тяжело. Тестировщикам и бизнес-аналитикам так подавно. Вот, то есть я этот весь вопрос изучал, пытался попасть, к сожалению, не попал, так как обычно в такие лаборатории на стажировке огромный конкурс, туда попасть не так просто. И как-то я подзабросил это дело. Напоминаю, это было где-то за 2 года до того, как я уже попал в сферу IT.
Вот. Но эту идею я в себе взращивал и все-таки решил, что нужно уйти туда, так как, в принципе, тестирование мне было интересно. Как я уже сказал, это тоже непосредственное обеспечение качества. Мой релевантный опыт, в принципе, во многом помогал мне в дальнейшем и, в принципе, развивал меня в области тестирования. И я пошел на курсы. Перед тем, как выбрать курсы, я также осуществил огромный такой ресерч, изучил вообще все школы, которые есть у нас в Республике Беларусь, в частности в городе Минске, потому что на тот момент я уже жил в городе Минске. И я остановился на образовательном центре парка высоких технологий. Меня устроила программа, которая там была, также преподаватели, отзывы. Цена там, конечно, была не самая дешевая по сравнению с другими курсами, которые на тот момент существовали в городе Минске, но отзывы, качество преподавания и сама программа меня подкупили, и я решил, почему бы и нет. Курсы занимали порядка 2 месяцев, но ввиду того, что у нас были некоторые дилеи в них, мы закончили за 3 месяца, пожалуй, эти курсы. И тогда стал вопрос о том, что делать дальше, как искать работу. В принципе, работу я начал искать уже во время курсов, во время их прохождения, где-то за месяц до окончания. О том, как вообще необходимо написать резюме, что такое сопроводительное письмо, как отправлять эти резюме в компании, я рассказывал в одном из своих видео, сейчас ссылка появится вверху. В общем, мой главный совет в том, что вы должны начинать искать работу еще непосредственно на том моменте, когда вы находитесь на курсах. Так как конкуренция именно для тестировщиков огромная, ежемесячно выпускается десятки, сотни тестировщиков, которые хотят так же, как и вы, трудоустроиться, найти свою работу. Если я говорю о курсах платных, которые выпускают таких специалистов. Поэтому, чем раньше вы приступите к этому моменту, тем больше вероятность, что по окончанию курсов вы найдете работу и не потратите свое время уже после них. Так как в любом случае вы будете, скорее всего, где-то работать до, если вы предпринимаете такое решение, когда вы уже освоили какую-то специальность, свою первую, и вам необходимо будет потратить время на то, чтобы уволиться с работы. Но уволиться с работы необходимо только в тот момент, когда вы найдете уже свое новое место работы уже в качестве тестировщика. Поэтому делайте это все как можно раньше. Как делал я писал свои резюме, размещал их на различных сайтах-агрегаторов для поиска работы. Для Беларуси это Jobs to Dubai, в России он называется Headhunter, это Praca.by. Обязательно завел профиль в LinkedIn, где все очень хорошенько расписал о своих предыдущих местах работы. Опять же, указывайте только те места работы, которые могут быть хоть как-то связаны с профессией тестировщика, с обеспечением качества. Например, если вы работаете, как я, инженером по качеству, инженером по сертификации, работали, то обязательно прописывайте, что вы умеете составлять документы, вы внимательны, усидчивы, вам нравится это дело, вы жаждете повышать качество выпускаемой готовой продукции. То есть это то, что касается моей ситуации. Опять же, если вы работаете, к примеру, каким-нибудь специалистом по учету, либо же вы в любом случае связаны с оформлением какой-то документации, это большой плюс для вас, вы это можете обязательно относить к опыту релевантному, так как в дальнейшем, когда вы будете трудоустраиваться, у вас будут обязательно спрашивать, а что вы делали на прошлой работе, что могло бы как-то соотноситься с профессией инженера по качеству. То есть вы оформляли накладные, вводили их в систему в 1С. ок. То есть вы, значит, умеете писать какую-то документацию. Как мы знаем, в тестировании очень много различных тестовых артефактов, которые являются своего рода документами. То есть это чек-листы, это тест-кейсы, тест-планы, тест-отчеты, баг-репорты, все это документация. Вы работали с некой документацией на своем прошлом месте работы. Это большой плюс для вас. 1С. То есть вы работали в каком-то специализированном ПО. Для вас не составит труда выучить что-то новое, новое программное обеспечение, так как любой выпускаемый продукт — это, по сути, и есть ПО. То есть, окей, еще один плюс для вас. Работали в системе Windows. Опять же, не просто набирали текст в Word, оформляли простые таблицы в Excel. К примеру, пользовались формулами, писали макросы. Возможно, у вас на работе были какие-то дата-базы, то есть базы данных, тот же SQL, либо Access, то есть вы там тоже умеете работать. Опять же, большой плюс для вас, то есть у вас есть какие-то навыки, связанные с SQL, с базами данных, их оформлением, их
анализом, работой. В общем, тоже большой плюс для вас. Обязательно вспоминайте все то, что могло бы хоть как-то соотноситься с теми позициями, которые будут прописаны в вакансии, на которые вы претендуете. И обязательно указывайте, что если вы проходили какие-то курсы, что вы на них проходили, обязательно это все прописываем. И если, к примеру, вы чего-то не знаете из того перечня вакансий, например, вы не проходили на курсах SQL, мой вам совет – обязательно найдите какие-нибудь видео про SQL, выучите какие-то простые запросы, там селекты, я уже не говорю о джойнах, и вы можете спокойно писать, что у вас есть уже какие-то основы SQL, в скобках пишите basics, если резюме у вас на английском языке, и на собеседовании говорите: да, я, в принципе, на курсах это не изучал, но самостоятельно прошел такие-то, такие-то курсы, читал такую-то литературу, не знаю, проходил тренажеры, проходил различные бесплатные, не знаю, видеоуроки, тренинги по этой теме. То есть все это собирайте в свою копилку. Главное, на собеседовании, когда вас вдруг спросят написать запрос, чтобы вы умели его написать. Не пишите в своем резюме то, что вы вообще не знаете и никак не можете соотнести и притворить в жизнь уже непосредственно на самом интервью. Вот, это то, что касается вашего резюме. То есть вы составляете резюме, пишите сопроводительное письмо о том, какой вы крутой специалист, что вы хотели бы начать свою деятельность именно в той компании, на которую вы подали свой отклик, свое резюме, и начинаете просто массово писать всем IT-компаниям, которые вообще существуют в вашем городе. К примеру, если вы рассматриваете такие варианты, как минимум вам нужно отправить 50 таких откликов, так как где-то 1-2% будет только положительных откликов от тех компаний, вас пригласят на собеседование, либо на какое-то телефонное интервью, возможно, вышли тестовые задания. То есть готовьте себя к тому, что не все компании радушно примут вас и скажут: окей, нам нужен такой специалист, у которого нет опыта работы, который просто такой молодец, написал мотивационное письмо, вот он нам нужен. Нет, такого не будет. Поэтому чем больше вы отправите резюме и сопроводительных писем, тем больше вероятность, что вам предложат пройти интервью, позвонят, вышлют тестовое задание и все в этом русле. Не ленитесь. Скажу вам по своему опыту, что у меня была группа, когда я учился в образовательном центре ПВТ, порядка 13 человек, и из них, насколько мне известно, именно трудоустроились, попали в какие-то лабы, не процента даже, а человек 3, включая меня, конечно. То есть обязательно нужно показывать свою активную позицию. Не думайте, что вы прошли курсы, вы заплатили, и вам обязаны найти место работы. Конечно же, многие курсы завлекают именно тем, что мы трудоустраиваем 80% своих выпускников, у нас есть огромный перечень компаний, с которыми мы сотрудничаем и все остальное, но это маркетинговый ход. Поэтому забываем про это и надеемся только на себя. В первую очередь. И после того, как вам предложат попасть на интервью, вы готовитесь, конечно же, к нему, изучаете все, что прописано в вакансии, которая была до этого. Приходите, не волнуйтесь, отвечайте на все вопросы. Обычно это техническое собеседование. У вас спрашивают очень много теории, которую я уже рассказал в рамках моего курса, который есть на этом канале. Также могут подать вам какие-то скрины с экранов, где необходимо протестировать какие-то формы. Если мы говорим о каких-то крупных компаниях, могут, к примеру, дать вам какие-то тестовые аккаунты, вы заходите в них и проходите там какие-то тестовые задания, оформляете баг-репорты. То есть все зависит от компании, от его размера, от того процесса, который принят при трудоустройстве. В общем, поэтому главное не волноваться и не забывать, что это ваше не последнее интервью, не последнее собеседование. Будут еще, и каждое это собеседование – это возможность вам узнать, что вообще спрашивают на них, как они проходят, и в дальнейшем провести работу над ошибками, над теми вопросами, на которые вы не смогли дать ответ. Это тоже немаловажно, так как к 5-6 собеседованию вы уже будете знать, что вас могут спросить на этих собеседованиях, у вас будет какой-то пул уже вопросов, и вы сможете без проблем ответить на все, даже самые замудренные вопросы на интервью. Я далеко ушел, конечно, именно из своего опыта, но в целом, то есть я прошел курсы,
До этого я провел какой-то ресерч, связанный с изучением литературы, просмотром видеоуроков на хостинге YouTube, прохождением различных бесплатных тренингов, которые масса в интернете. И я нашел свою работу буквально за пару недель, то есть это не составило какого-то большого труда, все потому, что я был просто активный, я всем писал, даже тем, у кого не было открыты какие-то позиции, связанные с тестированием, все равно я писал всем этим компаниям. Да, конечно, не все сразу мне отвечали, приглашали на интервью, но ничего, я был к этому готов, поэтому вы тоже будьте к этому готовы. Вот, из такого опыта, который был у меня на собеседованиях, именно связанный с релевантным опытом работы, когда у меня спрашивали, что я, к примеру, делал на прошлом предприятии, на прошлом месте работы. Как пример приведу компанию Wargaming. У меня уже на втором этапе собеседования, на техническом, очень долго спрашивали вообще, чем я занимался в компании Danone и что я делал такого, что можно соотнести с тестированием. Например, я работал некоторое время инженером-химиком и проводил входной контроль молока, то есть обеспечивал качество. По сути, все те несоответствия, которые были связаны с входным контролем, к примеру, там, повышение процента жира, увеличение количества бактерий группы кишечных палочек, и вот в этом все русле, это, по сути, баг, то есть отклонение от нашего ожидаемого результата. То есть, по сути, я проводил процесс тестирования. Мой документ, к примеру, ГОСТ или СТБ, это был чек-лист либо тест-кейс. Я находил вот этот баг, несоответствие нашего ожидаемого фактического результата, там, превышение каких-то бактерий в молоке, и заводил на это баг. То есть писал, к примеру, какой-нибудь протокол, либо же оформлял это в журнале. То есть, опять же, все то же самое, то, что мы делаем, в принципе, когда занимаемся тестированием уже в реальной IT-компании. И это все я рассказывал. То есть на собеседовании очень подробно не только про входной контроль молока, а вообще про ту документацию, которую оформлял, аудиты, которые я проводил или становился участником их, когда кто-то приезжал к нам. То есть придумываем все, что можно соотнести с этим. Это будет большой плюс для вас. И, в принципе, на том месте работы, куда меня взяли, на первом, меня не спрашивали вообще, почему я решил стать тестировщиком, так как у меня сразу было в резюме написано, что я инженер по качеству. И в своем сопроводительном письме я также писал об этом, что вот я был инженером по качеству, заинтересован в обеспечении качества и в принципе, на новом месте работы в качестве инженера по качеству, то бишь тестировщика, я буду также блюдить за качеством готового продукта, за качеством той системы, которую вы разрабатываете. И это во многом сыграло очень положительно для меня, потому что очень часто на собеседовании спрашивают, почему вы решили стать тестировщиком, почему вы поменяли свою профессию. Никогда не отвечайте, что это финансовый вопрос, просто забудьте про это. Финансовая мотивация – это не то, что нужно говорить вашему работодателю будущему на собеседовании. Так как это ставит большой крест на вас, лучше сказать, что я опять же, в моем случае радею за качество и репутацию моей компании, я хочу развиваться, процесс тестирования очень интересен для меня, так как из тестировщика можно спокойно перейти в другую область. Но опять же, про переход в другие области, к примеру, там бизнес-анализ, PM, не знаю, разработку тоже не стоит говорить, так как может закрасться сомнение у вашего работодателя о том, что вот вы поработаете там тестировщиком несколько месяцев и перегорите и захотите пойти в бизнес-анализ. Опять же, зачем ему это, если вас берут на позицию тестера, и вы должны будете заниматься именно ей какой-то промежуток времени, как минимум год. То есть год – это негласный такой срок, который вы должны поработать на своем месте работы первым. Это в дальнейшем также сыграет вам на руку, так как если у вас хотя бы есть 1 год, вас с удовольствием возьмут уже на более высокую заработную плату, на более высокую позицию. Поэтому, возвращаясь к вопросу, почему вы решили стать тестировщиком, это интересно, это достаточно прогрессивная и развивающаяся отрасль. Мне нравится тестирование. Возможно, в дальнейшем я хотел бы заниматься какой-то узкой специализацией, связанной с тестированием, будь то автоматизация, тестирование производительности, либо тестирование, не знаю, безопасности. Это все рассказываем, не говорим про денежные вопросы. Вообще денежный вопрос – это самое последнее, о чем вы должны разговаривать на собеседованиях. В принципе, обычно у вас сразу спрашивают ту вилку, на которую вы хотите претендовать.
когда с вами связывается рекрутер, либо там Talent Acquisition Specialist, то есть вас об этом уже будут знать, поэтому не нужно поднимать эти вопросы. Что вам нужно еще спросить на собеседовании обязательно, это то, какие у вас есть процессы в компании, сколько у вас тестировщиков, какая команда, есть ли ментор. Если начинают плавать, не могут найти подходящий ответ, сразу подумайте хорошенько, стоит ли вам идти в эту компанию, так как, скорее всего, в этой компании все не так гладко с процессами и будет очень тяжело. Опять же, если вы будете единственным тестировщиком на проекте, либо там еще только один будет, вы джун, то есть у вас нет каких-то практических навыков, именно связанных с работой в команде, с работой на этом проекте, вам будет очень тяжело, и в дальнейшем вы просто перегорите и захотите найти новую работу, где процессы будут отлажены на более высоком уровне, и все будет достаточно четко. То есть это моя такая небольшая история о том, как я стал тестировщиком, как это помогло мне пройти собеседование. Надеюсь, что вы тоже сформировали у себя в голове вот некий шаблон, что вам нужно делать, как отвечать, как соотносить релевантный опыт работы с тем, что вам предстоит делать на позиции тестера в той или иной компании. Обязательно будьте активными, не бойтесь, отправляйте свои резюме как можно большему количеству компаний, выполняйте все тестовые задания, которые вам отправляют. Обязательно задавайте вопросы на самом собеседовании, не молчите. Это вот мои основные советы. Надеюсь, что данное видео было полезным для вас. Если да, то обязательно пишите в комментариях, задавайте вопросы, я отвечу на все. Я отвечаю каждому. Если вы просмотрите предыдущие мои видео и комментарии к ним, у меня очень приятная, лояльная аудитория. Вас уже 500 человек и даже больше, я надеюсь, на момент того, когда я буду выкладывать это видео. Количество людей, которые заинтересованы этой темой и хотят развиться в качественного товарища по тестированию, просто станет неимоверно большим. Большое спасибо вам. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!